Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, я косметолог, и сегодня вы узнаете рецепт уникальной омолаживающей маски на основе отвара лаврового листа. Сегодняшняя маска подходит для всех типов кожи, дает очень хороший омолаживающий, разглаживающий морщины кожу эффект. Сегодняшняя маска также уплотняет тургор кожи, улучшает регенерацию клеток кожи, в момент смывания дает легкий скрабирующий массаж, шлифует кожу, делает ее глянцевой, упругой и эластичной. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску сразу после приготовления, примерно за час до сна, и утром ваша кожа будет выглядеть как после очень дорогого салона. Также для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю, чередуя ее с другими масками, рецепты которых вы можете найти на моем канале. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобятся простые, доступные ингредиенты. Предварительно заварите лавровый лист. Лавровый лист нужно заварить на 50 мл 1 лист. Подержать слегка в момент кипячения 1-2 минуты, прокипятите, затем остудите этот состав до комнатной температуры и приступайте к приготовлению сегодняшней маски. Остывший отвар лаврового листа нужно развести с рисовой мукой. Рисовую муку вы можете использовать уже готовую, либо приготовить ее самостоятельно. Возьмите небольшое количество белого риса, перемелите его в кофемолке и используйте для приготовления домашних масок. Рисовая мука отлично осветляет кожу, делает ее мягкой, шелковистой, также в момент смывания и дает легкий скрабирующий массаж. Также возьмите 1 чайную ложку рисовой муки. Не смешивая эти компоненты, возьмите крахмал. Крахмал отлично уплотняет кожу, улучшает тургор кожи, делает кожу упругой и эластичной. Применение масок, в состав которых входит кукурузный крахмал, дает отличный ботокс-заменяющий эффект. После применения масок, в состав которых входит кукурузный крахмал, разгладятся даже самые глубокие морщины. Кстати, кукурузный крахмал вы можете заменить на картофельный. Если у вас нет готового картофельного крахмала, возьмите сырой картофель, натрите на очень мелкой терке и используйте для приготовления домашних масок. Затем все сухие компоненты смешайте так, чтобы они равномерно были распределены. Обязательно соблюдайте порядок приготовления домашних масок. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Затем добавьте в этот сухой состав отвар лаврового листа, который уже остыл до комнатной температуры. Нужно взять 2 чайные ложки. И тщательно взбейте все компоненты до получения однородной приятной консистенции. В момент приготовления домашних масок не торопитесь, тщательно вбивайте ингредиенты. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Взбивайте маску так, чтобы не было комочков и чтобы маска имела пышную воздушную консистенцию. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится пищевая сода. Сода – это наилучший очищающий компонент, который вы можете использовать для ухода за возрастной кожей. Добавляя небольшое количество соды в домашние маски, вы даете очень хороший осветляющий кожевый эффект. К тому же в момент смывания сода будет шлифовать поверхность кожи. В эту маску нужно взять половину чайной ложки пищевой соды. И также тщательно взбейте все компоненты до получения однородной консистенции. Не забывайте соблюдать порядок добавления ингредиентов. Это играет очень важную роль и влияет на качество домашней маски. На этом этапе маска должна иметь вот такую приятную консистенцию. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится косметическое масло. Вы можете использовать косметическое масло домашнего приготовления. Если вы давно уже на моем канале, то знаете, как в домашних условиях сделать косметическое масло из лепестков роз, из листьев подорожника, ромашки. Возьмите также 10 капель косметического масла. Я использую для сегодняшней маски домашнее масло из лепестков роз. Добавьте 10 капель.
И также тщательно взбейте все компоненты. На этом этапе маска должна иметь приятную воздушную консистенцию. Постарайтесь смешать ее так, чтобы не было комочков, и все компоненты хорошо взаимодействовали между собой. В последнюю очередь добавьте в сегодняшнюю маску сок лимона. Можно использовать готовый сок лимона, также можно использовать свежевыжатый сок лимона. Если у вас есть лимонная кислота, то можно также использовать ее. Также, если у вас есть витамин С в таблетках, вы можете взять одну таблетку, разомните ее в порошкообразное состояние, слегка смочите водой и используйте для приготовления домашних масок. В последнюю очередь в эту маску нужно добавить 10 капель сока лимона. И будем наблюдать за реакцией. И также тщательно начинаем взбивать эту маску. Маска имеет очень приятную, пышную консистенцию, воздушную консистенцию. Эту маску наносить нужно на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Возьмите 3 или 4 таблетки ацетилсалициловой кислоты, размочите их водой комнатной температуры. Нанесите на влажную умытую кожу лица, кожу шеи, кожу зоны декольте. Не наносите кислотные скатки на кожу вокруг глаз. В момент нанесения в течение 3 минут сделайте скрабирующий массаж, оставьте этот состав еще на 2 минуты и затем смойте аспирин водой комнатной температуры. Промокните кожу лица махровым полотенцем. И приступайте к нанесению сегодняшней маски. Эту маску нужно наносить в 2 слоя. После нанесения первого слоя маска очень быстро впитается, поэтому сразу наносите второй слой. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите лицо влажным махровым полотенцем и смойте маску водой комнатной температуры. Затем нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.